Приветствую всех! Вы на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Сегодня хочу поделиться с вами небольшой идеей, как с пользой можно использовать небольшие обрезки тканей. Вот такие лоскутики. У меня появились вот такие куски ткани. Это выпады из кроя. Ткань плотная. И по размеру она идеально подходит к моей выкройке. Я по этой выкройке шила подарки к Пасхе. Эта плотная ткань пойдет на нижнюю сторону. Выкройка по форме напоминает яйцо, но если украсить в другой тематике, то это будут подарки к 8 марта. Использовать буду этот же размер. У меня не написано, но по разметке на мате видно. Это 21,5 и в самой широкой части 17. Взяла тонкую ненужную ткань и наполнитель. Это Slimtex. Буду раскладывать лоскутики на основе с небольшим нахлестом друг на друга. Техника эта не хитрая, многим известная. Подбор тканей по цвету. Это как ваша душа пожелает. Лоскутики самые разные, как по цвету, так и по фактуре. И если основа кое-где проглядывает между лоскутиками, это можно даже использовать в деле, если цвет основы не противоречит задуманному. И таким образом я продолжаю дальше, пока не закрою всю основу. И вот когда вся основа закрыта, можно на этом и остановиться. Но если вам хочется уплотнить основу или добавить какие-то лоскутики, которые вам нравятся, что-то изменить в цвете, можно просто вот так сверху добавить кое-где. И вот на таким образом подготовленную заготовку я раскладываю цветочки, вырезанные из различных, иногда даже бросовых тканей. Вот эти ромашки из фланельки, а это из нейлоновой ткани. Ткани эти были вырезаны давно, и они участвовали уже не в одном проекте. В конце видео я покажу вам еще одно изделие с такими ромашками. С цветочной композицией можно поиграться, меняя расположение цветов, в общем, пофантазировать. И когда вам уже все нравится, накрыть все органзой, еще раз прогладить утюгом и сколоть. Хотя, имея опыт, можно этого и не делать. Размер заготовки небольшой. Я, как правило, обхожусь без булавок. Кто не уверен в себе, цветочки можно зафиксировать, промазав клеем карандаш или подложить кусочек клеевой паутинки. Но если даже цветочки и сдвинутся, это не нарушит общего впечатления. И теперь к машинке на стежку. Стягать я начинаю, проложив строчку посередине, затем обхожу по периметру, чтобы лоскуточки не сбежали, и затем уже строчу по всей заготовке. И вот я вам показываю, как я простекала. Это немного извилистые линии. Вот с изнанки это хорошо видно. Самая простая для новичков, это вообще не составит никакого труда. И теперь я это осноровлю. Вырезала деталь по шаблону. Сделала это с припуском, насколько позволила заготовка. Вот на нижней детали это видно. Осталось сделать окантовку.
Для этого я взяла полоску ткани, выкроенную по косой линии, шириной немного меньше 4 сантиметров. Пришивать бейку буду с лицевой стороны. После того, как пришила бейку с лицевой стороны, отогнула ее на нижнюю сторону и пришила мелкими незаметными стежками. И вот получилась такая, на мой взгляд, веселенькая подставка под горячее. Если пришить петельку, то может служить и прихваткой. Будет такое нарядное украшение на кухне. Думаю, что в качестве подарка к 8 марта вполне подойдет. И я сшила еще несколько штук таких прихваток. Несмотря на то, что здесь везде разные лоскутики, их объединяет одно присутствие вот этих одинаковых цветов на каждом изделии. Когда шила вот эти прихватки, я немного сплоховала. Вы, наверное, заметили, что оттенок у прихваток разный. Здесь вот он какой-то как грязноватый выглядит. И все это потому, что сюда я использовала органзу бежевого цвета. Шила вечером, и как-то, в общем, при искусственном освещении я не заметила, что это может так отразиться. Но я, конечно, ничего уже менять не буду, здесь и не изменишь ничего. Это ж сколько труда. Хотя шила я их очень быстро, за один вечер. Ну вот такая оплошность у меня вышла, но уже ничего, конечно, не изменить. И еще, девочки, я по вечерам занимаюсь изготовлением вот таких розочек. Предназначены они для девочек, которые плетут маскировочные сети. Группа эта большая, и мне понадобится много таких розочек, и я сама участвую в этой группе. И мне очень хочется сделать вот такой вот приятный подарок. Мне лично они очень нравятся, я очень много уже их делала, и делаю их давно, так, периодически. Делать их несложно, понадобятся полоски органзы, и можно еще дополнить вот такими листочками. И если вам интересно, напишите в комментариях, и я постараюсь снять процесс изготовления на видео. Ну и если вам сегодняшнее видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых работах. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи.